Ну, вы же знаете, да, знаете, как я люблю плов. О, ни сказки сказать, ни пером описать, как я люблю плов. Люблю, конечно, прежде всего узбекский вариант ферганского плова. Ну, все понимаете, да, там перец, чесночок, морковка, жирненькая баранина, курдюк. Но есть еще один вид плова, который я очень люблю и который потрясает буквально каждого, кто его в первый раз попробует. Мои старые подписчики, читатели, конечно, вот глядя просто на эти продукты, вот на эту замечательную зелень, вот на этот великолепный белый рис. Это узбекская разновидность риса, которые говорят, что это белая деззира. На самом деле не деззира, но по свойствам очень похож на деззиру. Очень вкусный рис, потрясающий. Курдюк, печенка. Можно было бы взять еще и кусочек мяса для того, чтобы приготовить бухарско-еврейский плов бахш. Знаете, бухарские евреи в Узбекистане живут столетиями. Многие уже, конечно, уехали. Но в Маргеланской синагоге, в книге, где записывали, кто на ком женился, кто у кого родился, кто когда умер, вот этой книге 800 лет. Понимаете? И вот как получилось. Бухарские евреи жили среди узбеков, среди таджиков. И готовили практически все узбекские и таджикские блюда. Но ни узбеки, ни таджики не то что не готовили, но даже и многие из них не пробовали бухарско-еврейские блюда, которые между тем оказались очень-очень вкусными. Их вот чисто бухарских еврейских блюд там немного, вот на пальцах можно посчитать. Но бахш одно из самых замечательных, и многим знакомо название. Говорят халтагиош, плов в мешке. На самом деле оригинальный вид этого плова готовится в особом таком очень плотном полотняном мешке. Я как-нибудь покажу еще раз этот метод приготовления. Но сегодня я хочу приготовить упрощенный вариант, которому я научился вообще в молодости. Мне там было лет 25, я первый раз попробовал этот плов и просто обезумел от его вкуса и ел, остановиться не мог. В общем, вы имейте в виду, что то, что мы сегодня готовим, это очень опасное блюдо. Начнешь кушать и не остановишься. Рис необходимо замочить в теплой соленой воде, а потом промыть. Буквально на днях я показывал другое замечательное блюдо с применением печени или печенки, да, если хотите говорить совсем уж грамотно. Татарское блюдо баурсак, для которого мы печенку точно так же обрабатывали. Там тоже предстояло печень мелко порезать. В оригинале было вообще сказано, мол, пропустить ее через мясорубку, да и все. Не знаю, как бы получился у меня баурсак, если бы пропустил печенку через мясорубку. Но вот я вам точно скажу, я пробовал пропустить печенку через мясорубку для бахша. Хотел один раз схалтурить, схитрить, побыстрее сделать. Хуже еще я ничего не пробовал. Через мясорубку печенку не пропускайте ни в коем случае. Вот так припустите ее в воде, буквально 1-2 минуты покипела, побелела. Она вот, смотрите, какая она стала. Вот какая у нее упругость. И вот какая печенка бывает свежая, видите? Она вот просто гнется в любую сторону, да? А это уже все, вот приобрела такую, держит форму, так сказать. А это не держит. Вот и все. Не надо ее варить до полной готовности. Ей еще там в казане предстоит готовиться и готовиться. Пену убирайте, чтобы поменьше этой пены оставалось на печени. Готовить бахш не сложнее, может быть, даже и проще, чем ферганский плов. Но есть здесь только одна небольшая сложность, что все продукты необходимо мелко нарезать. Если вы будете нарезать курдюк, либо будете нарезать мясо, подморозьте мясо, чтобы оно буквально хрустело, да? И оно будет нарезаться гораздо лучше. Видите, вот холодненький курдюк тоже нарезается очень аккуратно. Режем сначала тоненькими пластинками, затем соломкой и затем кубиками. Если правду сказать, что вот достаточно мелко должно быть. Вот курдюк должен быть нарезан размером с рисовое зернышко. Может быть, даже
еще мельче, в половину рисового зернышка. Откуда я знаю, какой вы рис возьмете? Может, у вас рис вот такой будет. Печень подостыла, и точно так же нарезаем печень. Сначала тоненькими ломтиками, потом соломкой, и потом маленькими-маленькими кубиками. Я уже так давно в интернете, я так давно публикую видео в Ютубе, что я знаю, что вот раз я написал заголовки «еврейский плов», то сюда непременно придут поборники кошерного питания, то есть питания, пригодного для последователей иудейской религии. И они будут говорить, что вот так готовить печень – это не кошерно. Я знаю об этом. Я знаю, что вот наши бухарские евреи всю жизнь готовили вот так, потом они приехали в Израиль, а в Израиле им раввины объяснили: нет, это неправильно, что печень нужно жарить только над огнем, чтобы вся кровь вытекла. Из-за вот этого ограничения очень многие бухарские евреи, даже вот там в Израиле, перестали готовить бахш. Ну, многие живут в квартирах, в многоэтажных домах. Где там взять мангал? Как вот пожарить печень над огнем? То есть практически невыполнимые условия. И люди пробуют готовить без печени с одним только мясом. Говорят, что это вроде бы вкусно, но я скорее приготовлю бахш без мяса, только с печенью, чем бахш с одним только мясом. Печень, кинза, черный перец – вот основной вкусовой аккорд блюда, которое мы сегодня готовим. А теперь надо нарезать всю зелень. Здесь главная зелень – это кинза. Кинзы должно быть в 5 раз больше, чем любой другой зелени. Может быть, даже еще больше. И зелень надо нарезать очень мелко. Значит, кинза, петрушка, укроп, базилик, зеленый лук. Да, можно сказать, что практически все, что у вас есть, можно взять и нарезать. Но главная зелень – это кинза. Я понимаю, что кто-то мне сейчас начнет спрашивать про то, что я кинзу не люблю, чем ее заменить. Вот чем вы замените вареную картошку? Я, конечно, понимаю, я предвижу, что многие начнут говорить: я кинзу не ем, мне кинза там пахнет чем-то не так. Чем ее заменить? Ничем. Ничем. Просто берите и готовьте что-то другое. Вот и все. Бахш прошел мимо вас. Когда-нибудь вы к нему придете и горько пожалеете о том, что раньше не ели кинзу. А еще есть люди такие, которые печенку не любят. Есть еще одна тонкость. Значит, в рецепте бахша пропорции выверены веками, если не тысячелетиями. Если кто-то скажет: сейчас я улучшу, это вот евреи там, значит, клали 300 или 400 грамм мяса, 300-400 грамм печенки, 300-400 грамм курдюка и килограмм риса и много зелени. А я улучшу, я сейчас сделаю вкуснее, я положу килограмм мяса, килограмм печенки. Знаете, что получится? В результате получится невкусная каша. Объясняю почему. Потому что и зелень будет выделять сок, и мелко порезанное мясо, печенка, все эти продукты тоже выделяют сок. И весь этот сок должен впитать килограмм риса. Больше продуктов, значит больше сока, и в результате очень много влаги, и ничего не получается, а получается липкая каша, которая по определению вкусной быть не может. И вот чем удивительно блюдо бахш. Основная работа пока идет вот нарезка. Вот это трудоемко. А дальше, если вы готовите в мешочках, то все очень долго. Бахш готовится минимум 5-6 часов, варится в этих мешках. И при этом рис не разваривается. А вот если в казане, то все гораздо быстрее. Значит, посмотрите, здесь 200 грамм масла, да? И я наливаю примерно половину. Это на кило 200 риса. Вот небольшого количества масла достаточно вполне. Разогреваем казан. Казан тяжелый, масло тоже должно нагреться. И первым в казан отправляется не печенка. Если бы у меня здесь было еще и мясо, то есть вот классический набор. Это печенка, мясо, курдюк. Все в равных пропорциях. То я бы сначала отправил мясо. Следом за мясом курдюк. Следом за курдюком печенку. Но сейчас у нас вот бахш только из печени, и я отправляю курдюк. Причем я не буду вытапливать жир из курдюка. Я, можно сказать, быстро, наскоро обжарю курдюк для того, чтобы просто снять запах сырого сала.
И все. Вот так. Не надо, чтобы сейчас из курдючного сала вытапливался жир. Он вытопится потом, когда курдючное сало будет рядом с рисом. Поэтому следом опускаем печенку. И печенку мы будем жарить также очень быстро. Если ее жарить долго, она станет сухой, очень такой твердой, невкусной. Сейчас самое время посолить и курдюк, и печенку. Ну, здесь как минимум 1 столовая ложка соли. Правда, без верха потребуется. И еще. В этот плов, в этот удивительный плов, не кладется зира. Кладется только черный перец. И черного перца надо прямо всерьез положить. Знаете сколько? Я думаю, 2 чайные ложки минимум. Минимум, иначе не будет вкусно. Я вам обручаюсь. И 2 чайные ложки, это будет такая умеренная, очень правильная острота. Закладываем зелень. Вот, понимаете, целый тазик зелени. Не спорьте с пропорциями этого блюда. Еще раз говорю, это блюдо готовилось веками, тысячелетиями. Если бы было лучше там добавить меньше зелени или наоборот больше зелени, да давно бы уже добавляли. Все проверено, все отшлифовано, там нет ни одной лишней детали. И все пропорции просто идеальны. Значит, перемешиваем зелень, но тоже вот сколько ее жарить. Сколько жарить зелень, а? Только до тех пор, пока она слегка не начнет менять свой цвет. У меня до этого был нагрев очень сильный, а сейчас я убавил огонь под казаном наполовину и отправляюсь заниматься рисом. Идите сюда скорее. С рисом тоже все не так. Вот лук. В любой плов лук кладется сначала, либо до мяса, либо после мяса, в зависимости от того, какой это плов и какие цели. В этом плове сырой лук закладывается прямо в рис. И это еще не все. Прямо в рис наливается остаток растительного масла. Вот у меня здесь осталось его, немножко там переборщил, 120 грамм, здесь 80 осталось. Можно было бы взять так вот 100 на 100. И теперь необходимо перемешать, чтобы рисовые зернышки сразу покрылись маслом, и чтобы лук оказался распределенным внутри риса. Да? И вот этот рис в таком виде, прямо вместе с луком уже промасленный, закладываем в плов. Некоторые доливают сюда воду и варят что-то типа зирвака. Скажите, пожалуйста, чему здесь готовится? Печень готовится 2 минуты, зелень уже готова, да, ее вообще сырой можно было бы съесть. Поэтому закладываем все сразу в казан и распределяем сначала рис равномерно по поверхности. И рис тоже необходимо посолить. Ну, на печенку-то вы соль насыпали, а вот теперь на рис. Это 200 кило риса. Здесь этот рис выпьет вот столько и еще немножко соли. И все. Бегом за кипятком. Теперь надо налить кипяток. Осторожно, ребята, осторожно. Вот смотрите, зелень состоит из влаги. Очень много влаги в зелени. Печенка сейчас тоже будет продолжать выпускать сок. Не переборщите с водой. Здесь вот в этот плов воды надо наливать несколько меньше, чем ферганский плов. Еще один не так, как в обычном плове. Вы видели где-нибудь, чтобы вот готовили узбекский плов и потом рис перемешали вот вместе со всеми составляющими, вместе со всеми ингредиентами? Нет? А здесь перемешивается. Вот давайте так и поступим. Сразу нужно перемешать вместе с зеленью. С тех пор, как я зажег вот огонь под казаном, прошло минут, может быть, 10 от силы. Практически все в режиме реального времени происходит. И теперь надо равномерно распределить печенку, зелень, курдючок. Все это среди риса необходимо распределить. И, разумеется, если в обычном плове в этот момент мы сделаем такой вот огонь, чтобы как можно скорее закипело, да? Здесь все не так, нет. Здесь вот надо следить, потому что рис, он уже внизу казана. Чуть сильнее огонь, он пригорит. Сейчас. Дождемся пузырьков наверху и убавим огонь до самый минимум. И пусть рис потихонечку впитывает вот эту вот
соки из кинзы, из печенки, жирок, который вытапливается из кусочков курдюка. Курдюк будет уменьшаться, его потом никто не найдет на плове. Будешь кушать, не узнаешь, что там курдюк был. Просто вкусно, сказочно, вот и все, больше ничего. Еще раз перемешать. Вот обратите внимание, рис уже разбухает, это означает, что воду он впитывает, а воды все еще практически столько же, сколько и было. Но, может быть, я все-таки немного долью сюда еще кипяточка, потому что чувствую, что этот рис может впитать в себя воды гораздо больше. Я его знаю, я с ним уже готовил. Он на самом деле впитывает в себя воду, как девзира. Килограмм риса в приготовленном виде может весить 3 кило 200, 3 кило 300, то есть в 3 раза с лишним увеличивается. Пока что все идет нормально, я буду иногда подходить помешивать. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне – как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Надо перемешивать, следить, чтобы не пригорело ничего на дне. Пожалуй, что теперь можно делать самый маленький огонь и подставить под казан рассекатель. Для того, чтобы тепло грело не только дно, там, а то пригорит. Чтобы это тепло обходило дно казана и грело его стенки. Из стенок казана, они никогда не будут такими горячими, как дно, тепло будет проходить в рисовый слой. И это тепло ни в коем случае нельзя растерять. Тепло надо сохранить. Некоторые ребята покупают казан, готовят, какой хороший казан. У меня казан чугунный, тяжелый, а крышка еще тяжелее и тоже чугунная. Неправильно. Казану чугунная крышка, особенно если вы собираетесь готовить в нем плов, не нужна. Если сейчас я накрою казан чугунной крышкой, то этот чугун возьмет в себя огромную массу тепла. Откуда? Из риса. А рис должен нагреться как можно лучше. Основная задача вот этого этапа приготовления плова, запаривания риса, это его прогрев, потому что при температуре, я это говорил уже сотни раз, при температуре 100-102 градуса с крахмальным клейстером, который образовался из-за того, что из риса вышел немножко крахмал,
и там с влагой встретился, вот образовался клейстер, из-за чего рисовые зернышки слипаются друг с другом. Вот этот крахмальный клейстер при температуре 102 градуса и в присутствии какой-либо кислоты, а кислоты здесь достаточно, там есть зелень, крахмальный клейстер разрушается. Он распадается на капельку воды, на глюкозу и фруктозу. Вот и все. Вот и весь секрет плова, вот его химия. Осталось подождать минут 35, пока пройдет эта реакция, и будем пробовать бухарско-еврейский плов, который называется бахш. Если вам нужна книга «Плов. Кулинарные исследования» все-таки вот в таком шикарном исполнении, поторопитесь. Они заканчиваются, и дальше книга «Плов» будет чуть более демократической, к сожалению, уже не такой красивой. Фотографии будут чуть скромнее, они не будут такими большими и поэтому красивыми. Но зато практически каждый рецепт будет иметь QR-код, ссылку на видео. На видео в шикарном исполнении. Мы сейчас все снимаем в 4К, как полагается. Но прощаться с этим форматом книг, признаюсь честно, мне очень жаль. Это был очень достойный подарок для любого человека. От министра и до обычного человека, любителя готовить вкусный плов. Ну вот и все. Для приготовления этого плова понадобится, вот я имею в виду приготовление уже на огне, от силы 1,5 часа, больше не надо. И давайте посмотрим, давайте проверим, что у нас там получилось. Разумеется, как и любой другой плов, этот плов следует перемешать, следует стряхнуть, разрыхлить рис, сделать его вновь рассыпчатым. Что сказать? Радуется душа. Бахш получился отменным. Аромат стоит. Вы обязательно приготовьте такой плов. Вот я понимаю, что очень многие начнут говорить: нет, это не плов. Попробуйте что-нибудь новое. Если вы не удивитесь, тогда я удивлюсь. Если вы не полюбите этот плов, тогда значит, я ничего не понимаю в жизни, в кулинарии и вообще зря прожил жизнь. Обычно те люди, которые уже всю жизнь ели узбекский плов, и потом для них готовишь вот такой плов, бахш, угощаешь их, приглашаешь, проходит, не знаю, месяц, звонишь, говоришь: приходите на плов. А они спрашивают: а плов какой будет? Зеленый? Зеленый – это значит бахш. Приятного аппетита, дорогие друзья!